Охранная система Kiruy W18 с GSM Wi-Fi модулем и беспроводными датчиками. В этом видео покажу, как настроить и управлять охранной сигнализацией Kiruy W18 с помощью приложения, звонков и SMS-команд. Покажу, как подключить беспроводные датчики, а также протестирую их. Расскажу обо всех функциях этой сигнализации и многое другое. Посылка пришла вот в такой надежно запечатанной упаковке. На коробке видим, что данная сигнализация работает в двух сетях. Это Wi-Fi и GSM. Когда одна из сетей недоступна, сигнализация автоматически переключается на другую. Проводная внешняя сирена, очень громкая, 120 дБ, длина провода 90 см. На конце провода AUX-штекер. Сирену можно приклеить, для этого наклеен двухсторонний скотч 3М, а также можно просто прикрутить, если поверхность шершавая. Это пассивный инфракрасный датчик PIR. Я был немного удивлен его размерами, но отдельно можно докупить стандартного размера. Мой комплект самый бюджетный. Датчик движения работает от батарейки CR2450 на 3 вольта. Когда напряжение будет ниже 2,4 вольта, индикатор на PIR-датчике будет мигать один раз и пошлет сигнал на контрольную панель о низком напряжении этого датчика. Далее это протестируем. PIR-датчик можно запитать от 5-вольтового источника питания. Для этого сбоку есть разъем micro-USB. Сзади находится магнитное крепление. Внутри находится вот такая плата. Это сенсор, который улавливает инфракрасное излучение. Напротив сенсора упрощенная версия линзы. Она небольшая, поэтому диапазон обнаружения датчика всего 45 градусов. Дальность обнаружения до 8 метров. Также видим антенну для передачи радиосигнала частотой 433 МГц. Радиус действия до 100 метров. Настройка чувствительности, дальности или иммунитет от животных отсутствует. При обнаружении объекта загорается красный диод. Дополнительно идут полоски для приклеивания датчиков, шурупы, а также площадка для инфракрасного датчика. Держится надежно и удобно настраивать. Два дистанционных пульта управления, работающие также на частоте 433 МГц. Имеют колечко для крепления на брелок. Это кнопка снятия с охраны, постановка на охрану, частичная охрана. Например, если вы ночью находитесь дома, можно включить только датчики на открытие окон дверей, а датчики движения не будут регистрироваться в системе. А это тревожная кнопка. При нажатии сработает сигнализация. Кабель USB micro-USB длиной 1 метр. Блок питания на 5 вольт. Беспроводной датчик открытия, он же СМК, сигнализатор магнитоконтактный, состоит из извещателя и магнитной ответки. Запитывается от 12-вольтовой батарейки типа 23А. Под крышкой находится плата, на которой видим гиркон, антенну, LED-индикатор. Извещатель и магнит можно закрепить на шурупы или приклеить на скотч. Чтобы не перепутать, какой стороной весить, указаны стрелки, которые должны быть совмещены. Расстояние срабатывания 2 см. Одна планка служит для крепления центральной панели к стене, другая для размещения панели на поверхности под наклоном. Сама контрольная панель. Под ней инструкция для PIR-датчика и для всей системы на английском языке. В описании под видео указал ссылку на инструкцию на русском языке. Такой комплект мне обошелся в 3500 рублей. Корпус контрольной панели выполнен из приятного матового пластика. На панели расположен 1,7 дюймов цветной TFT-экран и сенсорная клавиатура. Справа от экрана отверстие микрофона. Можно звонить на панель и слушать, что происходит в доме. На обратной стороне находится динамик, он же дополнительная сирена на 80 дБ. Эти отверстия подкрепление к комплектной планке. В этом отверстии находится тампер, другими словами, контакт несанкционированного скрытия. То есть, если снять панель с крепления, сработает сигнализация. Слева на торце кнопка включения-выключения, разъем micro-USB для питания контрольной панели и зарядки встроенного аккумулятора на 800 мАч. В случае отключения электроэнергии контрольная панель может проработать в автономном режиме около 7 часов. По правилам, сигнализация должна работать в автономном режиме хотя бы сутки, поэтому, подключив пауэрбанк на 10 тысяч мАч, можно обеспечить автономную работу на центральной панели до 4 дней при токовой нагрузке в 100 мА в режиме ожидания. Я подключил вот таким образом. Ссылки на USB-хаб и Powerbank оставил в описании под видео. Ниже находится разъем мини-джек для подключения очень громкой внешней звуковой сирены. И в самом низу слот под сим-карту. Тариф лучше подобрать без абонентской платы и интернета, и при необходимости купить пакет СМС.
Первым делом подготовим сим-карту. С нее нужно удалить все номера телефонов, а также убрать пин-код, если имеется. Вставляем сим-карту как показано, включаем панель. Охранная система приветствует вас. Из коробки говорит на русском языке, что радует. Это кнопка постановки под охрану, Охрана включена. снятие с охраны, Охрана выключена. возврат, подтверждение, кнопка меню. В меню тоже все на русском. Пойдем по порядку. Настройка номера. В контрольную панель можно записать 6 номеров для оповещения о тревоге. Если укажете несколько номеров, система будет поочередно дозваниваться на каждый номер. При срабатывании сигнализации контрольная панель наберет указанный номер и сообщит, в какой зоне сработали датчики. Охрана включена. 1. Зона. Тревога. Один. Зона. Тревога. При входящем звонке от системы или исходящем с телефона на контрольную панель в тональном режиме можно частично управлять сигналкой. Для этого нужно ввести код блокировки и нажать следующие цифры. 1. Пароль. Успешно. 1 – это охрана включится, Охрана включена. 2 – охрана выключится, Охрана выключена. 3 – включится микрофон, можно прослушать, что происходит рядом с контрольной панелью. Раз. Нажав цифру 5, включится двухсторонняя связь, можно пообщаться с грабителями. Раз. Такой звонок длится не более 40 секунд. Раз. Если нужно удалить номер или изменить, то нажимаем нужную из 6 цифр и удаляем или корректируем номер. Номер контакт ID. Можно добавить 2 номера охранной конторы, и им на пульт центрального наблюдения будут приходить ваш ID и коды событий. Уведомление SOS. Можно добавить 3 номера экстренных служб. Уведомления по СМС. Также добавляем номер, и можно будет получать СМС-оповещение. Вызов по телефону. Набираем любой номер и совершаем звонок. Этакий телефон получается. Меню добавления беспроводного оборудования. Для добавления первого брелока вводим 1. Окей. На брелоке нажимаем любую кнопку и все. Теперь можно управлять дистанционно. Охрана выключена. Охрана включена. Частичная. Охрана включена. 9. Зона. Тревога. Для удаления брелока выбираем соответствующий пункт и вводим номер брелока, который хотим удалить. 1. Пульт 1. Чтобы добавить датчик, вводим номер зоны, Добавить. далее активируем датчик. Все, добавился. Успешно. По поводу зон. Всего можно выбрать 99 зон. В каждой зоне можно добавить несколько различных датчиков и извещателей. Добавить. Успешно. Есть два варианта разбивки на зоны. Первый вариант – это зонами обозначить определенные комнаты, например, кухня, зона 1, и добавить туда датчики СМК, на каждое окно датчики вибрации стекла, пир-датчики. Второй вариант – это зоны обозначить конкретное место установки датчика, то есть одному конкретному датчику присвоить конкретную зону. Например, зона 1 – кухня, окно 1, СМК, зона 2 – кухня, окно 2, СМК и так далее. При таком обозначении, забегая вперед, удобнее удалять, заменять конкретные датчики, удобно фиксировать место проникновения, и при активном СМК-датчике, если забыли закрыть окно, система сообщит конкретную зону, окно, которое нужно закрыть. Также, если садится батарейка в пир-датчике, система сообщит об этом, и будет легче идентифицировать этот датчик. Все зоны можно написать на листок, но удобнее это сделать в официальном приложении. Также эти зоны по умолчанию разделены на следующие типы. Нормальная зона с 1 по 59. Сюда добавляются датчики открытия дверей, окон, датчики разбития стекла, датчики движений. Зона частичной охраны с 60 по 79, то есть находясь дома, можно поставить охрану только периметра дома, входные двери, окна, а чтобы датчики движений не срабатывали на наше передвижение, их нужно добавить именно в этот интервал зоны. Например, датчик открытия определим в первую нормальную зону,
а датчик движения в зону частичной охраны. Добавить 6, 0, зона. Добавить успешно. Ставим сначала на полную охрану, датчик открытия срабатывает и пир-датчик тоже. 0, зона, тревога. Включаем частичную охрану. Охрана включена. Пир-датчик не реагирует, а датчик открытия срабатывает. 1, зона, тревога. Следующий тип – это интеллектуальная зона. Это работает следующим образом. Датчик движения один раз срабатывает, но сигнализация не включается. Контрольная панель в течение 30 секунд будет ожидать повторное срабатывание этого датчика или подтверждение тревоги с другого датчика. Зона 90 – это помощь пожилым. К этой зоне подключается вот такая беспроводная кнопка. Она срабатывает не только при нажатии, но и при падении человека. Зона 91. К ней подключают беспроводной звонок. К зоне 92 присваивают датчик открытия входной двери или датчик движения, установленный у входной двери. Когда сигнализация отключена, гости будут слышать это. Приветствуем вас. Если сигнализация включена, то эти датчики будут работать как обычно. 9, 2, зона, тревога. К зоне 93-99 присваивают датчики дыма, утечки газа или воды, датчики углекислого газа. Чтобы удалить датчик, выбираем соответствующий пункт. Вводим номер зоны, подтвердить. И вот если у вас на одной зоне несколько датчиков, они все удалятся. В пункте «Дополнительные устройства» можно добавить беспроводную сирену или умную розетку. Через нее подключается охранная система и можно настроить различные сценарии включения и выключения питания от сети. Все ссылки на дополнительные датчики и устройства указал в описании под видео. В системных настройках можно установить задержку постановки на охрану и задержку включения тревоги после активации датчиков от 0 до 99 секунд. 2 нуля – это без задержки. Настройка пароля. Обязательно меняем пароль и включаем блокировку клавиатуры. При включенной блокировке панель не выключится и все кнопки заблокированы. В настройках громкости можно изменить громкость системных звуков от 0 до 7. 0 – это без звука. И отключить или выключить голосовые подсказки. Успешно. Настройка сирены. Тут можно изменить уровень громкости динамика внутри панели от 0 до 7. Если поставить 0, сирена будет отключена. Ниже настраивается время работы сирены от 0 до 20 минут. В следующем пункте можно задать получение ответного СМС от системы о выполнении посланной команды. В инструкции имеется список команд для настройки системы с помощью СМС. Например, хотим снять с охраны. Вводим код блокировки, который задали ранее, номер команды 0, решетка «Отправить». Охрана выключена. И приходит ответный СМС о выполнении команды. Если у вас есть умная розетка от Kiruy и через нее подключена контрольная панель, то следующий пункт для вас. При срабатывании тревоги умная розетка включится, консоль станет заряжаться от сети. Звуковое подтверждение о снятии или постановке охраны с помощью брелока можно вывести на внешнюю сирену. Для этого вводим номер брелока и включаем или отключаем данную настройку. Успешно. Охрана выключена. Можно составить план постановки на охрану. Задаем время постановки и время снятия. День недели, 1 это понедельник, и включаем выполнение задачи. Так можно сохранить 4 задачи. Настройка контакт ID понадобится, когда вы заключите договор с охранной конторой. В общих настройках можно отключить отключение дисплея. Если выбрано тампер включен, то при снятии панели с крепления сработает тревога. 9, 7, зона, тревога. Следующий очень нужный пункт. Если пункт «Активные датчики» включен, и вы забыли закрыть окна двери, на которых установлен СМК-датчик, то охрана не включится, и система сообщит зону, в которой датчик открытия активен. Включено. 1, зона, включено. Если у вас вырубят свет, система сообщит об этом. Можно выбрать до 5 разных сценариев оповещения. Например, выбрав режим 2, система локально сообщит об отключении питания, а также уведомит телефонным звонком и СМС-сообщением.
Сброс настроек. При выборе первого пункта все подключенные датчики и брелоки не будут удалены из памяти панели. Тут можно записать 10-секундное голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при звонке на указанный номер. Все пропало, все пропало. 1. Зона. Тревога. Следующая иконка – это гибкая настройка зон, тех, что я раньше перечислял. Тут можно задать тип любой зоне. Это нормальная, все охранные датчики. Частичная зона, включаются все охранные датчики первого рубежа. Интеллектуальная, тревога с подтверждением другого датчика. Тревожная – это датчики, которые активны 24 часа, датчики дыма, газа и так далее. Выключено, датчик в зоне не будет выдавать тревогу при срабатывании. Гонг – это дверной звонок. Приветствие – это в режиме без охраны. Извещатель при срабатывании будет включать голосовое приветствие. Помощь пожилым – это тревожная кнопка, активная 24 часа. Далее можно включить и отключить сирену и задать порядок оповещения на телефонные номера от 1 до 6. Далее настройка даты и времени. Значок подключения к Wi-Fi, к нему мы еще вернемся. В последнем меню можно посмотреть историю последних 72 событий постановки снятия с охраны и 102 события тревожных сигналов. Для подключения контрольной панели к Wi-Fi нужно на телефоне скачать приложение W18. Также вы должны находиться в зоне действия своей Wi-Fi сети 2,4 ГГц. Зарегистрироваться в приложении. Нажать на плюсик и выбрать W18. Ввести пароль своей Wi-Fi сети, нажать Next. Далее на панели входим в меню, нажимаем 7, 1. В приложении жмем «Конфигурация». Все, подключились. В приложении жмем на добавленное устройство. Далее вводим код блокировки, указанный ранее. Приложение очень простое. Внизу кнопка «Постановка на охрану», «Снятие с охраны» и «Частичная охрана». Также можно добавить 6 телефонных номеров, номера для СМС-оповещения, задать расписание автоматической постановки на охрану на неделю и подписать каждую зону. Например, зона 1 – это кухня окно 1 СМК, или зона 2 – это кухня окно 2 СМК и так далее. Также тут можно посмотреть все оповещения. Теперь будут приходить сообщения в виде push-уведомлений. Также к этому приложению можно подключить Wi-Fi камеру видеонаблюдения от Kerui. Давайте протестируем, придет ли оповещение о разрядке батарейки в PIR-датчике. На этой батарейке чуть больше 3 вольт. А здесь меньше 2,4 вольта, что должно спровоцировать тревогу. Подключаем. 1. Зона. Тревога. Срабатывает сирена. Контрольная панель информирует о низком заряде батарейки. Поступает звонок, СМС, пуш-уведомление. Причем только в СМС указана конкретная причина тревоги, поэтому обязательно указывайте номер телефона для СМС-информирования. Чтобы проверить баланс на сим-карте, я пользуюсь просто приложением на телефоне. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока.